Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходили и что нас ждет сегодня, сейчас на вечерней сессии. Так, ну вот такие достаточно интересные новости. Росстат заявил о замедлении инфляции в апреле. И тут же прямо на прайме следующая новость. Росстат сообщил о подорожании ряда продуктов в апреле. Ну, по меньшей мере странно, что замедляется инфляция, потому как все компоненты, которые оказывают влияние на инфляцию непосредственно, они растут, причем как ракеты. К примеру, тот же Baltic Dry, который вызывал опасения, что он провалится под 1500, и это будет говорить о том, что экономика не восстанавливается, он вообще улетел в космос. Он уже выше 3000, а надо помнить, что по сути это стоимость морского фрахта. Что такое морской фрахт? Основная масса грузов в мире перевозится через море. Соответственно, при таком росте мощнейшем, но инфляция, она никак не может стоять на месте. Это просто технически невозможно. Так, друзья, давайте еще пробежимся по календарику. Сегодня Германия несколько разочаровала, потому что, несмотря на то, что объем промышленного производства вырос, сальдо торгового баланса у Германии просело. Ну, как бы производство это все хорошо, но для экспортно ориентированной экономики вот этот показатель, тем более такое значительное снижение его против и прогноза, и предыдущего, это, конечно, печалька. Так, друзья, далее. Так, ЕЦБ мы пока не будем трогать, что они там выступали. Так, то, что касается Соединенных Штатов. Изменение числа занятых в несельхозсекторе рухнуло и по сравнению с предыдущим значением, и по сравнению с прогнозом. Вот это как бы очень-очень плохо. Это говорит о том, что начали буксовать. И это еще лишний раз подтверждает то, что американская экономика, как бы хорошо в Штатах не обстояли дела, она без мировой экономики, без улучшения ситуации в Бразилии, в Индии, она не восстановится. И поэтому ФРС так или иначе будет пытаться как-то этот вопрос решить. Потому что для ФРС самое главное восстановление занятости. И сейчас, судя по всему, они будут отпускать вожжи у инфляции. Так, ну вот уровень безработицы в Соединенных Штатах подскочил. Это, в общем-то, негативный момент. Потому что при таком успешном борьбе с коронавирусом, ну, здесь такого быть не должно. Исходя из вот этих данных, получается, что ситуация хуже, чем была в марте. Но это никак не коррелирует с ростом американского фондового рынка. Но опять же, как правило, вот для того, чтобы говорить, что что-то пошло не так, необходимо, чтобы хотя бы 2 раза был промах. Тут пока он только один. Но вот это значение, его значительнейшее отклонение, оно может указывать на то, что следующие данные, которые выйдут, они будут тоже не очень хорошие. Потому что уж очень сильное здесь отклонение, что-то пошло не так. Так, ну вот по России вышли данные об инфляции. Здесь вроде бы все хорошо, никакой инфляции нет. Индекс потребительских цен в норме. Инфляция замедляется, как насчитал Росстат. Ну, предположим, она замедляется. Ну, почему же тогда растут цены? Так, ну да ладно, это риторический вопрос. Но вот эта ситуация, с одной стороны, может говорить о том, что у Центробанка нет стимула значительно увеличивать ставку. То есть вот с такими данными он, возможно, на 0,5% в следующий раз повышать не будет. Так, ну и далее, число активных буровых от Baker Hughes. Идет рост, но он такой маленький, то есть нефть на таких значениях, что по идее здесь бы ему на 350 бы вырасти. Но мы с вами видим, что здесь значения в районе 340, они забуксовали. На самом деле 300-320 должно быть при таких ценах на нефть. Так, друзья, ну давайте посмотрим финанс. Наш ужас. Доллар дрогнул на данных по безработице в США. Ну, предположим. Так, ну и вот пошли такие достаточно леденящие заявления. Заместить невозможно. Вице-президент Лукойла предрек миру взрыв в случае нефтяного эмбарго против России. Ну, несколько напрягает, что такой человек начал говорить на подобную тему.
Но на самом деле, с моей точки зрения, вот эта тема, которую поднял Федун, она более чем вероятна. Более чем вероятна. Вот отключение свифта, я думаю, это будет сделано в самый последний момент. А вот то, что касается нефтяного эмбарго, это вполне реализуемо. Если будут снимать санкции с Ирана в полном объеме, если Венесуэлу будут выпускать на рынок, то я не исключаю такого варианта, что как минимум какое-то частичное эмбарго будет введено. И поэтому вот этот момент, он, конечно, очень печальный и очень настораживающий. Потому что даже если оно будет введено частично, ну, главное начать. Практика показывает, что главное начать. Первый сделанный шаг, он вызывает дальнейшие шаги. И, кстати, вот возвращаясь к этой ситуации по поводу нефтяного эмбарго, я думаю, что даже можно предсказать ту ситуацию, что его введут. Если американские банки, инвестиционные хедж-фонды начнут взвинчивать ставки на нефть, то весьма вероятно, что какие-то действия по этому вопросу в ближайшее время будут предприняты. Ну и если это произойдет, то для российской экономики это будет очень и очень неприятно. Так, друзья, ну это касательно непростой ситуации с безработицей в США. Сетуют на то, что проблема заключается в сложности привлечения работников. Не совсем понятно, с чем это связано. Возможно, это связано с тем, что значительно выросла арендная плата на недвижимость. И это, соответственно, негативно повлияло на мобильность американского населения. Ну, ни для кого не секрет, что Америка – это страна на колесах, в хорошем смысле этого слова, что она с самого начала ориентировала на то, что люди, если у них что-то не шло, они просто собирали все свои вещи и переезжали в другое место, где у них все получалось. И, как мы с вами видим, то, что происходит на рынке недвижимости США, там осуществляется взрывной рост цен, в том числе и на аренду. Это является тем самым камнем преткновения, который в том числе влияет на снижение мобильности американцев и, как следствие, сложности с ростом рабочих мест и закрытия вакансий. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Ну, смотрите, Китай сегодня, конечно, несколько огорчил, потому что закрытие произошло ниже 5000. Видимо, китайцы знали, что в Америке выйдут плохие данные по безработице, и поэтому заранее прогнулись. С одной стороны, пока ничего страшного не произошло. Китайский ключевой индекс находится, как ни крути, в боковике, в консолидации в этом диапазоне. Но то, что закрытие произошло ниже 5000, это тревожный звоночек на следующую неделю. Так, друзья, далее наши дорогие десятилетние американские трежерис. Падать они не хотят, рисуют они на дневочках такую хвостатую разворотную штуковину. И, судя по всему, мы увидим движение вот в этом боковике на следующей неделе. Но на текущий момент то, что не идет снижение доходности американских облигаций, это не очень позитивно и для американского, и для мирового фондового рынка. В былые времена, конечно же, когда все бросались скупать трежерис и на них падала доходность, это было тревожным знаком, но сейчас временно ситуация не такая. Так, друзья, далее эфириум. Ну, смотрите, эфириум, у него в принципе цель отсюда движение на 5000, но текущее движение, которое вчера реализовалось, оно указывает на то, что здесь назрела достаточно высокая вероятность отката, ну, движение хотя бы в район 3100, вот сюда вот. На самом деле, если такой откат произойдет, это будет очень хорошо, можно будет его по дешевке купить. Если будет пробой 3100-3000 и возврат в этот канал, то рост замедлится и, возможно, даже мы на какое-то время увидим более сильный коррекционный откат. Тем не менее, хотел обратить внимание ваше на то, что пока нет пробоя 3350, он будет находиться в этом ценовом диапазоне, в этой консолидации, будет продолжать расти. То есть первый тревожный звонок 3350 и потом пробитие 3200-3100. Если этого не происходит, то айда на 5000. Так, друзья, далее S&P, SFD на фьючерс. Ну, сегодня он очередной рекорд поставил очередной рекорд, но плохие данные по рынку труда открыли ему возможности для отката вниз. Но здесь могу так сказать, что у него сформировалась устойчивая проторговка, которая находится выше 4180.
Соответственно, если этот уровень не пробивается, то все вот эти страшные разворотные формации, они будут ломаться, он будет консолидироваться и идти дальше вверх. Сейчас, скорее всего, все-таки движение состоится в районе 4200. Вот, а дальше посмотрим, к чему это приведет. Пока вот этого пробоя нету, вот эти все страшные разворотные вещи, они, ну, можно сказать, они пока нереализуемы. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм. Ну, VIX находится в боковике. Несмотря на то, что такой негатив по Америке вышел, особо это на VIX сильно не повлияло. Соответственно, здесь можно будет говорить только о том, в случае, если будет пробитие вниз 16,7 или вверх 19, 19,5 вот этого диапазона. Пока этих пробоев нету, колеблется он вот в этой консолидации и никакого существенного влияния на рынке не оказывает. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Но сегодняшняя совокупность факторов и по Европе, и негатив по американской безработице указывает, что пойдет он в ближайшее время все-таки на 89,7. Вот сюда вот и возможно даже пониже. Если переходить на часовик, то он пытается развернуться и отскочить на 90,95. Но пока все эти попытки, они ни к чему не приводят. Говорить о том, что какой-то отскок более или менее адекватный сформируется и доллар начнет расти, можно будет только в случае пробития 90,67. Пока этого пробоя нету, нисходящее движение будет продолжаться. Да, будут какие-то проторговочки, заминки, но у него вполне конкретная цель находится внизу. И если 90,67 здесь не будет пробито, он как проседал, так и будет проседать. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну, смотрите, сегодня ее пытались проливать, но неудачно. 67,5 так и не взяли, отбились и, соответственно, вернулись на том уровне, на котором она и болталась. Что касается текущего движения по нефти, ну, сейчас устойчивый боковик, то есть консолидация 68,6, верхняя граница и нижняя граница 67,3. На текущий момент, сейчас вот была попытка пробить верхнюю границу, она успехом не увенчалась. Если она сегодня увенчается успехом, то по нефти будет закрытие в районе 69,3. Если вот этого повторного пробоя сейчас не будет, то наиболее вероятно, что по нефти будет закрытие в районе 67,65. Вот. Но я не думаю, что будет пролив на 67,3. Но если все-таки такое произойдет и будет здесь пробой, то следующая цель движения будет в районе 66. Но пока на пролив не похоже. Скорее будет боковичок вот в этом диапазоне 67,8, 68,5. Так, друзья, ну и далее золото. Сегодня, можно сказать, день золота, даже неделя золота. Несмотря на то, что по сотам никто вроде бы и не ждал, что по золоту будет позитивное движение. Что сейчас по золоту интересно? Интересно сейчас уровень 1828-1825. Если мы сейчас этот уровень пробиваем, то закрытие сегодня весьма вероятно будет в районе 1818-1815. Вот здесь вот. Если мы этот уровень не пробиваем, то золото у нас закрывается вот в этой консолидации 1840-1828. Ну, здесь первую цель сделали 1841. Вот, но выше не пошли. Выше не пошли, не значит, что золото из-за этого осыпется. Но тем не менее, если все-таки состоится вот это движение и последует после него пробой 1815-1812, то весьма вероятно в понедельник, вторник будет движение в район 1800. Пока, я думаю, такого не будет. Соответственно, если диапазон 1828-1825 устоит, то мы закроемся, скорее всего, в районе 1838. Если здесь будет пробой, то наиболее вероятно закрытие в районе 1816. Так, друзья, далее евро-доллар. Но сегодня ЕЦБ на пару с американской безработицей заговорили евро, и евро ломанулся наверх. Смотрите, вот сейчас мы, если удерживаем уровень 1,2140 сегодня на закрытии, это дает все шансы, чтобы в понедельник пошло движение, цель которого сходить диапазон 22.44-23. Вот сюда, вот в этот диапазон. Если мы не удерживаемся, здесь возникает пробитие 1,2140,
21.30, то наиболее вероятно либо сегодня вечером, либо в понедельник по евро последует откат. Цель отката будет 1,2060. Так, ну и переходя от дневного таймфрейма к часовому, что мы здесь имеем? Мы имеем здесь, что евро забрался на горку, и соответственно сейчас идет до набор позиций. Попытка разворота пока успехом не увенчалась. Соответственно, если будет 1,2140, 21.30 уровень удержан, то мы закроемся, скорее всего, в районе вот этих хаев. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD рубль Tomorrow, наш самый лучший, самый прекрасный, самый размашистый инструмент. Сегодня он сделал все цели, которые порой за неделю даже не делает. Вот. Ну и на текущий момент немножко настораживает то, что вот это движение, которое пошло на укрепление рубля, оно не привело к пробитию 73,7. Почему это не произошло, мы с вами обсудим либо на выходных, либо в понедельник с утра. Так, ну и по часовику у нас получается все. Отпадались, наукреплялись по рублю. И соответственно сейчас наиболее вероятное движение это сходить на 74. В том случае, если все-таки сейчас пойдет пробой 73,5, в этой ситуации закрытие будет в районе 73,25, вот здесь вот. Но я все-таки думаю, что, наверное, какой-то отскок наверх здесь произойдет. Либо отскок, либо боковик. В диапазоне 73,5, 73,9. Загад не бывает богатый, поэтому если все-таки пробой здесь возникает, то цель движения это укрепление на 73,25. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Ну все, мы здесь, можно сказать, двойную вершину сделали. Несмотря на то, что формально вроде бы вот это значение было максимальное, мы его сделали, потому что у фьючерсов есть определенный лаг в ценах. И поэтому сейчас все зависит от удержания уровня 153-152. Если этот уровень сегодня и в начале следующей недели пробивается, то начинается массированный откат. Что касается часового таймфрейма, сейчас здесь будет тестирование 154-500. И в том случае, если происходит пробой этого уровня, то нас ждет вечерний откат. И цель этого отката 153-500 вот сюда, вот куда-то в этот диапазон. Если пробоя не происходит, то мы закрываемся в этом диапазончике 155-500, 154-750, вот где-то вот здесь. Пока больше факторов свидетельствует на то, что тут все-таки откат произойдет. Друзья, в общем-то все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Желаю вам удачи и всего наилучшего.